Мы закончили тренировку, но работа с программой на этом не заканчивается. Сейчас мы с вами получим выходную форму, бумажную, печатную, протокол тренировки. Для этого в программе я захожу в менеджер записи тренировок, который позволяет посмотреть всю историю работы с программой. Я выбираю пациента, например, это будет реабилитируемый номер 3, последняя его тренировка, и открываю эту тренировку. Что я вижу в режиме просмотра? Мне доступна вся электрокардиограмма. А, Электрокардиограмма, как вы видите, промаркирована, то есть напротив каждого кардиокомплекса стоит значок N в кружочке. Это означает, что это нормальный кардиокомплекс, он идет в ритме и он эм, имеет узкую форму, да, то есть это узкий кардиокомплекс нормальной морфологии. Если где-то на записи есть шумы, которые, например, препятствуют правильному расчету частоты сердечных сокращений, да, например, то можно выделить этот фрагмент и пометить его как зашумленный. Здесь участок хороший, я не буду это делать, но это сделать можно, тогда он не будет участвовать в обработке. Внизу экрана представлены данные по графику ЧСС во время тренировки, график СТ. Ну, опять же, вот видите, немножечко у нас здесь были отклонения. Да, может быть, с разработчиками еще поговорим на эту тему, чтобы более стабильный алгоритм у нас был в будущем. Есть история всех процессов, которые шли, то есть все события, которые были. То есть мы, например, измеряли артериальное давление, устанавливали нагрузку вручную, да, или там, например, переходили к следующему этапу тренировки. Вот мы установили нагрузку автоматическую. Здесь не было никаких событий других, поэтому их в списке нет. То есть если бы были еще детектированы, например, нарушение ритма, да, или там депрессия СТ, то тоже здесь были бы везде внесены пометки. Также есть общая статистика по тренировке, то есть, например, частота сердечных сокращений, да, минимальная, максимальная, ну, в покое, да, там ЧСС была, соответственно, от 68 до 72, а в целом за тренировку, видите, минимальная ЧСС была в покое 63, на максимуме нагрузки 103 удара в минуту. Да. Вот, указано время, когда это было, все можно просмотреть, оценить. Усредненные кардиокомплексы вот здесь на этом поле, они показываются для текущего участка электрокардиограммы. То есть мы видим результат работы алгоритма усреднения. Вот. Ну, здесь достаточно неплохой результат работы алгоритма усреднения, потому что все-таки пленочка получилась такая чистенькая. На одноразовых электродах это получается, как правило, более качественно. И здесь мы можем снова распечатать электрокардиограмму. Для этого я могу выделить фрагмент, выбрать функцию печати. Он мне покажет, как будет выглядеть. В данном случае вот это одна страничка, сейчас перенесется на другую страничку. Я могу вот это распечатать и потом на оставшейся чистой стороне странички, например, внести свои комментарии. И я могу получить протокол. В данном случае протокол по кардиотренировке. Что включает в себя протокол? Протокол включает в себя, кроме паспортной части, обобщение. Да, то есть, вот, например, за тренировку израсходовано 344 килоджоуля энергии. Да. Ну, мы помним, что килокалории это там, грубо, если 4 килоджоуля, да, 4,2, то, соответственно, вот если поделить на 4, чуть меньше 100 килокалорий израсходовал наш пациент. Там можно в настройках на самом деле изменить, в чем измеряется работа, в килоджоулях или килокалориях. Мы видим, какая была нагрузка максимальная в метах, в абсолютных единицах километров в час угле подъема. Вот. И мы видим график тренировки, мы видим статистику по каждому этапу.
Мы видим все события, которые были, причем для каждого события вы видите, что показана также частота сердечных сокращений в этот момент, какая нагрузка была в этот момент. То есть достаточно тоже удобно, можно сориентироваться. И фрагменты электрокардиограммы, которые автоматически программа выбрала, она их выбрала, в данном случае это были фрагменты ЭГГ переходных моментов, то есть начала записи, начало разминки, начало тренировки и начало заминки. То есть вот здесь вот цифры показывают время. Я понимаю, что вот 3 минуты 30 секунд– это начало, собственно, активной фазы тренировки. Вот такой протокол пациент, ну, вряд ли он их получает на руки, скорее этот протокол идет в историю болезни, и мы таким образом можем отчитываться, да, о том, какие тренировки мы провели. Далее этот протокол можно распечатать на бумаге или сохранить в режиме файла PDF, HTF. Кроме протокола по одной тренировке, в программе можно создать еще отчет по всему курсу кардиореабилитации. Для этого нам нужен пациент, у которого курс закончен, то есть он прошел несколько тренировок. Мы заходим в менеджер записей. У нас здесь есть такой пациент. Мы открываем любую его тренировку, первую, последнюю. Также доступен общий просмотр. Видите, здесь вот уже в этой тренировке были тревоги. Вот ЧСС, например, высокая была. Да, здесь доктор реагировал, да, на это каким-то образом. И теперь мы выбираем протокол по курсу тренировок. Здесь есть возможность выбрать все тренировки или только какой-то определенный набор. Ну, если мы знаем, что какая-то тренировка, например, не удалась. Но здесь все у нас тренировки хорошие. Нажимаем ОК. И получаем результат. Что в результате? По каждой тренировке есть общая статистика. То есть, какая была пороговая ЧСС, какой процент от пороговой ЧСС использовался у нас, да, во время тренировки. Дальше, какая ЧСС была? Ну, в данном случае интересует, наверное, больше ЧСС во время нагрузки, то есть максимальная, минимальная, средняя ЧСС во время нагрузки. Таким образом, можно посмотреть динамику. Да, то есть максимальная ЧСС, например, вот на какой-то тренировке была вон какая-то большая. Да, то есть, возможно, это были какие-то, ну, в данном случае, либо проблемы с качеством записи, да, или же нарушение ритма у пациента. То есть мы всегда можем вернуться потом к этой тренировке и посмотреть, что же там было на самом деле. Какая нагрузка была, например, максимальной во время тренировки. Мы видим, что начинал пациент у нас с маленькой нагрузки, 25 Вт, 50 Вт, а вот к концу, да, видите, уже 60 Вт была нагрузка. И средняя нагрузка тоже была в начале там 25-39, а потом, смотрите, за 50 Вт перевалил. То есть пациент в процессе наших тренировок, он окреп, да, и выдерживал большую нагрузку. То есть наша реабилитация шла по плану. И основная, самая такая показательная информация, она еще выводится в виде графика. То есть какая максимальная нагрузка была во время тренировки в метаболических единицах. Почему это удобно? Потому что он мог какую-то часть тренировок пройти на велоэргометре, какую-то на дорожке. И сложно сравнить, например, если мы покажем в ваттах. Да? Вот. И вот расход энергии в килокалориях, в данном случае не в килоджоулях, видите, достаточно прилично сжег килокалорий наш с вами пациент. Да, до 240 килокалорий. Это у него была предпоследняя тренировка, она была длительная достаточно, видимо, и с хорошей нагрузкой. Да, да, потому что она, видите, 30 минут, и нагрузка там 2,9 мет. Достаточно неплохо поработал наш пациент. Также этот протокол можно либо сразу распечатать, либо, например, экспортировать его в файл PDF, да, и переслать там, по электронной почте, сохранить в медицинской информационной системе, если она поддерживает сохранение файлов в формате PDF.
Вот так формируется отчет по курсу тренировок.